Существует много разных способов обработки бокового кармана на брюках, но большинство авторов почему-то рассказывают только про самый простой и базовый. В этом видео я сделаю обзор разных вариантов обработки бокового кармана и протестирую в изделии тот способ, который мне показался самым лучшим. Это канал «Шьем с умом», с вами Александра. Давайте начнем. Перед тем, как выбирать способ обработки, нужно понять, что отличает хорошее выполнение любого узла. Я для себя выделила 3 основных пункта. Первый и самый важный – это функциональность. Насколько обработка соответствует функции изделия и конкретной детали, повышает комфорт, износостойкость, дольше сохраняет форму и прочее. Второй пункт – это деликатность. Хорошая обработка имеет минимальную толщину и количество слоев, а также не создает резких перепадов толщин. Третий пункт – это внешний вид узла, как с внешней стороны изделия, так и с изнанки. Эти пункты перечислены в порядке приоритета, так что последний имеет значение, если соблюдены первые 2. Теперь давайте посмотрим, как можно выполнить разные элементы бокового кармана, чтобы выбрать для себя самый лучший. Начнем с линии соединения мешковин. Самый простой способ – это стачать мешковины и обметать срезы на берлоке. Главный его минус – это внешний вид. Также это не самый практичный вариант, так как при активной эксплуатации кармана такой шов может прорваться. Поэтому, если нужен особо прочный карман, лучше использовать окантовку косой бейкой. Такая обработка и выглядит намного опрятней, но имеет один минус, так как создает толщины в месте притачивания мешковин к поясу по боковому шву. В связи с этим самым лучшим способом соединения мешковин я считаю двойной бельевой шов. Он прочный, красивый и не добавляет толщины, и именно его я буду использовать. Дальше я буду показывать на своих любимых брюках фирмы COS, которые я давным-давно купила в секонд-хенде. И они оказались так круто обработаны, что пока не научусь выполнять все эти обработки, они будут для меня служить учебным пособием. Следующий элемент нашего брючного кармана – это линия притачивания пояса. Мы сможем сделать эту обработку более тонкой, если у нас 2 мешковины будут представлять из себя единую цельнокроенную деталь, вот как здесь. Тогда в линию притачивания пояса у нас попадет не шов, а сгиб. Следующий момент связан со способом притачивания мешковины кармана по линии пояса. Обычно делается как? Мешковину кармана вместе с основной деталью притачивают к поясу, и после этого шов заутюживают на пояс, из-за чего возникает довольно большая толщина. Я слышала, что эту обработку можно сделать более деликатной, если основную деталь стачать с поясом без мешковины, шов разутюжить и только потом накрыть его мешковиной кармана. Я сама еще ни разу не пробовала так делать, но планирую протестировать этот метод в одном из своих видео, которые будут на канале, так что не пропустите. Следующий элемент нашего брючного кармана, который мы с вами посмотрим, это линия входа в карман. Самый простой способ обработки – это когда к основной детали притачивается мешковина. Ну, во-первых, в носке мешковина будет выглядывать, это не очень красиво. И второй момент, наиболее важный, то, что такая обработка не предотвращает со временем растяжения линии входа в карман, что очень существенно. Поэтому на хороших брюках обязательно будет обтачка. Здесь мы видим отрезную обтачку, и именно отрезная обтачка лучше всего стабилизирует линию входа в карман. Поэтому если вы не планируете делать, например, отделочную строчку, вот как здесь, то лучше всего использовать именно отрезную обтачку. Если вам необходимо совмещать рисунок, например, то по опыту могу сказать, что это легче делать на цельнокроенной обтачке. Также цельнокроенная обтачка дает меньше толщины вот в этом месте, поэтому она, мне кажется, лучше подходит для работы с толстыми тканями. Давайте теперь заглянем внутрь кармана и посмотрим, как можно обработать внутренний край подзора и обтачки. Самый простой способ – это обметать срез на верлоке и настрочить просто. Ну, опять же, это не очень красиво, мне кажется. Более опрятно выглядит, когда здесь срез подогнут и настрочен. Но такой способ не очень подходит, если ткань толстая. Здесь будет очень большой перепад толщины. И в этих случаях я видела способы, когда срез детали сверху закрывается косой бейкой, которая настрачивается сверху. И выглядит это довольно опрятно. Также я видела способ довольно интересный, когда, например, подзор как бы огибается мешковиной и вот так вот фиксируется.
То есть, когда мешковина выполняет роль косой бейки. Мне кажется, это очень интересный вариант, когда мы работаем, опять же, с толстыми тканями. То есть, когда основная ткань толще 2 слоев карманки, скажем так. Тогда, мне кажется, этот способ будет очень уместным. Следующий элемент нашего кармана – это закрепки. Что про них можно сказать? Самыми прочными считаются все-таки машинные закрепки, но самыми красивыми остаются ручные. Поэтому, чтобы сделать самую лучшую обработку, эти два способа лучше сочетать. То есть сначала зафиксировать самые ответственные места машинной закрепкой и закрыть ее сверху ручной закрепкой. Следующий элемент нашего бокового брючного кармана – это боковой шов. И здесь рассказывать, как не надо делать, я уже буду на брюках, которые я шила сама. Как обычно делается, мешковина кармана, опять же, как и в случае с поясом, притачивается вместе с основной деталью, к задней детали брюк. Из-за этого в нижней части мешковины получается, во-первых, очень большая толщина, особенно если мы и подзор, и обтачку делаем. Во-вторых, после того, как мы этот шов разутюживаем, здесь получается очень неопрятно. Что здесь можно сделать? Опять показываю на своих любимых брюках. С помощью рассечек можно здесь убрать толщину и сделать обработку более тонкой и плавной. И во-вторых, чтобы внешний вид был более приятным, верхней мешковиной можно этот шов закрыть. Следующий момент касаемо бокового кармана брюк, о котором мы можем поговорить, это в целом форма лекала мешковины. Здесь, конечно, многое зависит от предпочтительной глубины кармана. Но что мы здесь можем улучшить? Во-первых, мы можем убрать излишки тканей со стороны бокового шва, рисуя вот такую изогнутую линию. То есть не делать нижнюю линию мешковины перпендикулярно боковому шву. И второй момент очень интересный. Линия сгиба кармана находится немножко под наклоном. И этот карман очень удобен в носке, потому что мы руку в карман засовываем немножко наискосок, не вертикально. И поэтому получается, что такая форма более естественная и убирает излишек ткани по линии пояса. Также можно заметить, что линия сгиба она соответствует направлению долевой нити. То есть у нас получается мешковина скроена немножко по косой, что дает небольшую эластичность самой мешковине. Это в целом может улучшить посадку брюк. Итак, я попробовала применить улучшенную обработку на своем изделии. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Передний край является сгибом, бельевой шов, закрыт боковой шов, изнутри не видно никакой махры, все чисто. С лица и обтачка, и подзор у меня подогнуты. Я делала цельнокроенную обтачку. И, как вы видите, у меня здесь задача была по совмещению рисунка, поэтому, если бы у меня была отрезная обтачка, мне было бы сложнее работать. Линию входа в карман я обработала ручной отделочной строчкой. В целом, я очень довольна тем, что получилось. Если вам понравился этот способ обработки бокового кармана, обязательно посмотрите видео с мастер-классом. Ссылка будет в описании. А еще не забудьте поставить лайк. Это канал «Шьем с умом». С вами была Александра. Пока-пока.